В интернете везде сейчас такая агрессивная реклама инвестиций в крипту, недвижимость, в машину, вклады в банках. Но почему люди не инвестируют в фондовые биржи? Любой человек, используя наш сервис, может счет открыть у брокера и купить акции и торговать акциями, облигациями. Вначале сказали, что столкнулись с некоторыми проблемами со стороны того же самого регулятора, со стороны фонда. Инвестирование в зарубежные ценные бумаги не было регламентировано. Это было белым пятном в законодательстве. Да? Не разрешено, не запрещено. Да. Капитализация узбекского фондового рынка сейчас больше 180 триллионов сумм. А чего вы зарабатываете? А сейчас я могу, интересно, эту информацию озвучить. А что насчет крипты? У нас в планах есть внедрение возможности инвестирования в крипту. Как именно фондовый рынок влияет на IT-сектор, на стартапы? Надо увеличить количество частных компаний на фондовом рынке. Всем привет! С вами снова Умед, и это 6-й выпуск нашего подкаста, где мы делимся историей успехов наших стартаперов из Центральной Азии. Сегодняшний наш гость Толибджон Мирзакулов. Спасибо большое, что приняли наше приглашение. На самом деле, сегодня довольно-таки интересная тема на рынке Узбекистана, потому что о нем как меньше всего говорят, но он практически важнее всего на фондовом, на экономическом рынке Узбекистана. Все же начнем с самого простого. Что это такое? Что такое JET? JET – это инвестиционный сервис, позволяющий розничному инвестору дистанционно пройти идентификацию, открыть инвестиционный счет у брокера, пополнить этот счет и приобрести акции, облигации компании Узбекистана через торговую площадку Республиканской фондовой биржи Ташкент. То есть любой человек, используя наш сервис, может счет открыть у брокера и купить акции и торговать акциями, облигациями. Что это дает этому человеку? Это в первую очередь дает возможность получить дополнительный доход. На фондовом рынке люди получают доход в основном в двух видах. Первый – это дивидендные доходы, дивидендные купонные доходы. Если, например, человек покупает акции, он может получить часть от чистой прибыли компании, как акционера. В качестве дивиденда это происходит обычно раз в год. В зависимости от того, что он простые или привилегированные акции покупал, у него получается определенный дивидендный доход. Либо, если он приобрел облигации, он получает купонную доходность, то есть облигации – это долговые расписки компании, он покупает, и компания выплачивает ему определенный доход в виде фиксированного процента, либо ежемесячно, либо раз в квартал или раз в год. Это на самом деле довольно-таки интересная тема, мы к нему вернемся, но давайте мы начнем сначала. С чего этот продукт начался? То есть как эта идея появилась и с кем она началась? Основатели этого сервиса – это в основном трое человек. Это я, Ильхом Идиев, Алишер Базаров. У нас у всех есть бэкграунд в отрасли информационной технологии и финтех. То есть мы работали в Узинфокоме, в Министерстве информационных технологий, кто-то из нас работал в банковской сфере, в Узбектелекоме. И вот все мы объединились в 2021 году и думали над тем, какие проекты мы можем запустить. И один из направлений – это был вот как раз-таки запуск инструмента инвестирования, то есть некого сервиса, платформы, через которую люди могли бы инвестировать с помощью мобильных приложений. За рубежом это направление очень активно развит. Есть напрямую доступы к терминалу биржи различных зарубежных. Есть приложения брокеров, есть приложения как развитые, как необрокеры, скажем, Robinhood или GoTrade, которые показали активный рост с 2015 года, позволяя любому человеку инвестировать на фондовом рынке. Раньше был определенный порог, больше в основном брокеры работали с теми людьми, кто инвестирует больше 10 тысяч. Да? Появлением Robinhood этот порог был снят, и огромная масса людей начали идти в фондовый рынок, инвестировать в различные бумаги или часть различных бумаг. И за рубежом это направление активно развивалось. А у нас в Узбекистане
Не было таких сервисов, когда мы вот этот рынок изучали. И вот решили создать такой, восполнить этот пробел нашим сервисом, решили сделать продукт, ориентированный на инвестирование на фондовом рынке, инвестирование в ценные бумаги. В целом идея была более в широком понимании инвестирования, не только фондовый рынок. У нас и сейчас есть планы расширить деятельность. Но в целом это создать некий инструмент, через который люди могли бы инвестировать. Вы вначале сказали, что столкнулись с некоторыми проблемами со стороны того же самого регулятора, со стороны фонда. Да, у нас, когда мы начали, мы проект начали в рамках венчурной студии фонда Simurg VC, то есть Simurg VC финансировал разработку MVP, то есть первичного Minimum Viable Product. Да? И вот в рамках разработки мы шли к фондовой бирже, к тогдашнему руководству фондовой биржи и сказали, дайте нам API, у нас есть идея разработать такой продукт. И они сказали, что никакого API нету. Мы потом узнали, что у нас весь фондовый рынок работает на базе корейской платформы. Эту платформу предоставило корейское правительство. В 2015 году было соглашение между Узбекистаном и Кореей. И тогда платформу, которая используется в корейские фондовые биржи, они предоставили Узбекистан. И в 2016 году эта платформа была внедрена. И весь фондовый рынок был перенесен на эту платформу, оцифрован. То есть до этого был определенный информационный систем, но он полностью не был оцифрован. На базе этой платформы весь фондовый рынок был оцифрован, и все процессы происходили на базе этой платформы. Сейчас до сих пор фондовые биржи, центральные депозитарии, брокера, инвесторы, акционеры, все работают через эту платформу. Когда мы запустили, пошли с идеей этого продукта, нам сказали, что эта платформа не позволяет подключиться внешних систем, не было задокументировано API, и это было, что такого продукта, как инвестиционный сервис, нельзя было запустить. Да? Не было технических возможностей. И многие тоже старались, и после такого ответа они, не получается сделать приложение. Мы немножко начали изучать эту тему. Айтишники обычно у них есть определенный менталитет, да, как можно решить проблему. Да, есть они всегда ищут. Да, они всегда ищут. Мы искали, нашли способ подключения, создали свой, скажем, API, через который можно было обратиться к бирже, отправить заявки от имени клиента. Да? И такой механизм на базе такого механизма создали свой MVP первичный, потом показали бирже, регулятору, депозитарию, и они все, когда мы первый раз показывали, они все удивились. А так можно было, что ли, да? И потом мы сказали, проверьте, все работает. Они проверили, да, реально работает. И с одной стороны, они тоже были рады, потому что это была необходимость появления мобильных приложений, потому что без этого нельзя было развить рынок. И тогда они дали одобрение, давайте запустите проект. Мы с этого одобрения в 2022 году учредили компанию, привлекли инвестиции с фонда Alloco Ventures и запустили свой продукт на рынок, можно сказать. То есть 2021 год с ноября по май 2022 года у нас был в рамках венчурной студии Simurg создание MVP. Потом летом 2022 года мы получили финансирование инвестиций от Alloco Ventures на развитие и запустились как продукт уже на рынок. Получается, у вас 2 раунда инвестиций, 2 раза вы получали инвестирование. Да. Это первый раз в рамках конструктора от Simurg, да, в размере 50 тысяч. Да. На какую оценку? Когда мы только-только создавали MVP, там не было, конечно, оценки никакой. Мы просто выделили определенный бюджет на
разработка MVP от венчурной студии. Потом в рамках этого бюджета мы разработали, запустили, и вот оценка первичная была, когда Alloco Venture заходил, это как раз-таки pre-seed раунд. Ну, в принципе, как мы можем это оценить? Вас вложили, получается, $200 тысяч Alloca, и они получили 12,53%. Да. Получается, и если мы суммируем, это практически $1,5 миллиона. Да. А какая оценка у вас? Сейчас 2 миллиона оценка. 2 миллиона оценка. Да. Она выросла. Последний раунд инвестиций они дали по оценке 2 миллиона. То есть первичная у нас оценка была там миллион с чем-то. У нас pre-seed раунд, который от Alloco Ventures, мы разделили на несколько этапов и поставили определенный KPI. По мере достижения этого KPI мы получали следующий транш финансирования, не раунд, а транш финансирования, и пересматривали оценку, исходя из того, что мы достигаем KPI, увеличивается наша клиентская база, и вот по такому механизму у нас была разработана инвест-соглашение с Alloco Ventures. Угу. То есть Симург, он вложил вас в рамках именно конструктора. Да. И как получилось так, что директор Симурга стал вашим одним из, как называется, учредителем наибольшее количество процентов доли в компании? Да, потому что Ильхом, помимо того, что он от Симурга, да, финансирует, поддерживает продукт, он является CTO, то есть весь техническая архитектура проекта была разработана и сейчас поддерживается со стороны Ильхома и, скажем, определенные команды, которые он курирует. Да? То есть технический блок проекта держится на Ильхом, поэтому у него основная там большая доля. Получается, смотрите, вы создали MVP, вы привлекли первые инвестиции, пошли к регулятору, получили необходимые соглашения, разрешения, соглашения, получается. Как вы нашли первых брокеров, которые захотели присоединиться к вам? Это то же самое, как узбекское Таниш-Пилиш было, или же все же вы прям добивались каких-то брокеров? Да, это было непросто, конечно. Мы в начальном этапе работали в офлайн варианте, то есть офлайн онбордингом, скажем, да. Тогда еще не было разрешения на онлайн онбординг. Для того, чтобы брокер мог открыть клиенту депо-счет, инвестиционный счет, он должен был заключить с ним договор. Бумажный, да, офлайн. То есть провести офлайн идентификацию и офлайн договор. И в начальном этапе мы нашли одного брокера, Silk Capital, с ними заключили партнерские соглашения, и они выступали нашим брокером-партнером. Мы JET развивали как чисто IT-продукт. Да? Мы сами не оказывали инвестиционные услуги, не получали отдельную лицензию для работы на фондовом рынке, мы начали работать с одним брокером. Но из-за того, что тогда регуляционные требования были такие, что надо было офлайн договора сделать. Пришлось взять сотрудника, который наполовину у нас работал, наполовину у брокера работал, который занимался идентификацией. И мы только работали в рамках Ташкента. Когда клиент отправил заявку на открытие счета, мы обработали его документы, данные и отправили этого сотрудника, чтобы он провел идентификацию, заключил договор. То есть не клиент к вам приходил, а ваш сотрудник к нему? Да. Если мы заставили клиента прийти к нам, у нас не было никаких клиентов, никакой онлайн-сервис не развивался по такому подходу. Мы брали на себя определенные расходы, и вот мы сами доставляли клиенту товар. Но это был очень медленный, скажем, путь, да, как черепаха мы двигались вначале. Я скажу сейчас, если мы в июле запустили продукт, до ноября месяца, до конца ноября у нас было 500 клиентов. Это почти полгода. Да, за полгода мы только 500 клиентов привлекли. Да, это очень, в день там 2-3, может быть, клиента. Да. Это очень медленно для стартапа. И вот этот факт отбросило наши планы назад. Да. Потом хорошо, что в декабре 2022 года было IPO UzAuto Motors. И вот мы тогда пошли к регулятору. Вот мы хотим дистанционный онбординг делать.
потому что уже банковский сектор работает по дистанционному онбордингу, то есть проходит человек удаленную идентификацию. У нас тоже все люди прошли удаленную идентификацию. Из-за того, что не было регуляционного разрешения, мы, хотя идентифицировали этих клиентов дистанционно как банки, не могли им открыть счета. Да? Потом регулятор временно дал разрешение. Потом после этого уже утвердили такой документ для дистанционной идентификации, и мы вот начали работать с дистанционным онбордингом. Это в разы увеличило количество заинтересованных. В рамках того IPO мы, по-моему, больше 2000 клиентов привлекли за чуть больше 2 месяца. Да? А потом уже в следующем IPO, когда было проведено IPO Узбектелекома, мы привлекли за 1 месяц больше 15 тысяч клиентов. За 1 месяц? Да. Если вначале мы за полгода 500 клиентов привлекли, а в рамках IPO за 1 месяц 15 тысяч клиентов. А как часто IPO проходит в Узбекистане? Вот это тоже хороший момент. IPO для такого проекта, как наш IPO, это один из моментов, когда у нас происходят скачки пользователей, новых пользователей, потому что IPO продвигается со стороны андеррайтера, то есть того брокера, который проводит это IPO. IPO продвигается со стороны эмитента самого, IPO продвигается со стороны государства. То есть все будут продвигать идею, давайте вкладывать в определенные акции. И по разным каналам, СМИ, медиа. И это привлекает новую аудиторию на фондовый рынок. За последние 2 года у нас было проведено 4 IPO. Это Узавто, Узбектелеком, Узбекинвест и буквально недавно Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа. Это все госкомпании? Это все госкомпании, да. У нас есть отдельная программа государственная, направленная на сокращение доли государства в экономике. И в рамках этой программы государство как раз хочет увеличить количество вовлеченных в эти компании акционеров, чтобы народ тоже владел частью этой акций этих компаний. И проводится программа «Народный IPO». В рамках народного IPO изначально планировалось 40 компаний вывести в народный IPO, но потом они сократили до 16. Сейчас первый прошел в сентябре этого года, сентябрь, октябрь, ноябрь. Первая компания, Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, в рамках программы народного IPO провел свой IPO. Сейчас еще 15 компаний планируется провести IPO именно в рамках народного IPO. Помимо этого могут быть и другие, которые не включены в программу народного IPO. В целом сейчас в ближайшие 2-3 года у нас как минимум 15 IPO запланировано. 15 IPO в ближайшие 2 года? Да. Смотрите, получается то, что немного поговорим о цифрах и о фондовом рынке. Да. В интервью с Дарьей вы сказали, что порядка более 70% всех транзакций, которые проходят на фондовом рынке, они проходят через вас. Да. Например, я, как гражданин Узбекистана, увидел, что проходит IPO в какой-то компании. Я хочу инвестировать, я хочу купить акции этой компании или облигации этой компании. Каким образом мне легче идти напрямую на фондовый рынок, через какого-то брокера оттуда? То есть в любом случае мне придется через брокера заходить, все верно? Да. Или же мне легче приходить к вам? Как мне легче поступить и как мне выгоднее поступить? То есть напрямую идти или же через вас? Давайте для того, чтобы ответить на этот вопрос, сначала я расскажу, как работает наш сервис, и потом более понятнее будет мой ответ. Наш сервис – это некий IT-инструмент, упрощающий взаимодействие между клиентом и брокером. То есть клиент, если исторически посмотреть, раньше клиент, чтобы купить какую-то акцию, он звонил брокеру: покупай мне такую-то акцию. Брокер с счета клиента взял деньги, покупал за этого клиента определенные акции и регистрировал на его имя. Уолл-Стрит. Да, Уолл-Стрит, вот так и было, да. А потом часть этого взаимодействия начал происходить через компьютер, клиенты начали писать сначала брокеру, потом брокеры запустили определенные приложения, через которые клиент может отправить, и приложение сам эту акцию покупает от имени брокера за клиента.
Вот у нас то же самое, наше приложение по поручению клиента покупает, то есть отправляет заявку на биржу, чтобы вот снять деньги с счета клиента, который открыт у брокера, выставить и купить акции с биржи и поставить вместо этих денег определенные бумаги. То есть у каждого клиента на бирже открывается депо-счет, в котором хранятся и деньги, и акции. То есть клиент сначала открывает депо-счет, инвестиционный счет, можно сказать, у брокера, туда кладет деньги и потом за эти деньги покупает определенные акции. Акции можно купить как на первичном рынке, так и на вторичном. Первичный рынок – это как раз-таки IPO, когда сам эмитент продает первичным своим покупателям. Вот в рамках IPO ЮРТС, то есть Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи, государство продавало около 4,5 своей доли для частным ритейл-акционерам, скажем. Или же клиент может купить у других акционеров, которые выставили на бирже свои акции на продажу. Тогда уже будет, это вторичный рынок называется, через биржу по тем ценам, которые продавцы выставили, можно купить эти акции. В обоих случаях клиент покупает акции, и эти деньги, эти акции находятся на счету у брокера. Брокер как банк, да? Только для акций, скажем, да? Вне зависимости от того, что напрямую через брокер работает или через наш сервис, у него происходит один и тот же процесс. Через нас удобно, потому что ему не придется куда-то сходить, какие-то документы ввести. Сейчас, например, чтобы счет открыть, брокер должен идентифицировать клиента. Идентифицирует он может через наше приложение или же в офлайне, чтобы он видел документы, подписал договора, а у нас этот процесс автоматизирован. То есть клиент, если хочет купить акции, неважно в рамках IPO или просто хочет через вторичный рынок, через биржу покупать, ему понадобится счет, он может через наш сервис, который запущен в вебе через ссылку app.jet.uz, или же через разные приложения, в первую очередь, например, это мультикарт. Клиент может скачать это приложение и в этом приложении пройти идентификацию, открыть депо-счет, инвестиционный счет у брокера нашего. Сейчас мы работаем с одним брокером как стратегический партнер и с 9 брокерами как просто партнер. Вот, когда у нас счет открывается, через наш сервис счет открывается у брокера Alkes Research. Счет открывается автоматически на бирже, в рабочее время биржи. То есть с понедельника по пятницу с 9 до 4 вечера можно открыть счет. Если, например, человек вечером или в выходные отправит заявку, ему открывается счет как следующий рабочий день. Автоматически. Счет автоматически открывается, и он может потом через карту отправить деньги на свой счет, купить акции, отслеживать эти акции, там котировки посмотреть. Плюс у нас акционерные компании, есть определенные законодательные требования акционерным компаниям, они должны публиковать все свои финансовые отчеты, существенные факты на портале корпоративной информации. Мы, JET, интегрировались с этим порталом. Заинтересованные люди могут найти информацию об отчетах этих разных компаний и анализировать эти данные и выбрать, куда инвестировать свои средства. Есть ли частные компании в бирже? Да, у нас есть частные компании, но их немного. В основном у нас на бирже там, больше 82, если не ошибаюсь, процентов всех бумаг принадлежит государству на нашем местном фондовом рынке. Они продают? Государство не всегда продает. Оно владеет крупным пакетом акций крупных компаний. Это промышленные предприятия, это, может быть, банки, страховые предприятия. Да? Поэтапно государство хочет продать вот как раз-таки часть акций, но больший пакет сейчас находится у государства. Капитализация узбекского фондового рынка сейчас больше 180 триллионов сумм. То есть это больше 14 миллиардов долларов акций всех компаний Узбекистана.
Суммарно. Суммарно, да. Получается то, что, смотрите, давайте более к цифрам все же перейдем. У вас по большей части не только, если больше позиционировать более правильно, то это инвестиционный агрегатор, который в себе включает всех игроков рынка и для всех дает нужную информацию им. Например, если я зайду как ритейл-инвестор, захочу купить акцию какой-то компании, то у меня есть огромный выбор между разными брокерами. То есть я могу выбрать одного брокера. Говорите, что 10 брокеров есть. Я открываю счет, но он открывается у вашего стратегического партнера. Но я могу там, например, не его выбирать, а другого брокера выбрать, чтобы у него счет открыть. Как этот процесс происходит? Для клиента обычно, который хочет инвестировать в определенные бумаги, ему не особо важен, да, кто является его брокером, особенно когда он в онлайне работает, самостоятельно торгует. Да. Сейчас мы работаем, как я сказал, с Alkes Research, весь онлайн-онбординг направлен на них. Если, например, есть определенные инвесторы, которые уже имеют счета у других брокеров, но они тоже хотят через удобный сервис инвестировать, работать. Сейчас, например, клиенты таких крупных брокерских контор, как Freedom Broker, например, или Capital Deposit, Portfolio Investment, они могут тоже свои брокерские счета привязать к сервису JET и торговать через наш сервис. Если они зарегистрированы уже, да, то они зарегистрироваться онлайн не могут? Да, к сожалению, нет. Получается, мы говорим о том, что 14 миллиардов долларов является общая стоимость этого рынка. 70%, более 70% всех транзакций проходят через вас. Если в цифрах, то сколько транзакций в целом в день проходит и сколько транзакций в месяц проходит, например? Больше 70%, сейчас уже, по-моему, около 80 или больше 80% сделок в количественном выражении проходит через сервис JET. То есть, если на бирже в день осуществляется, скажем, 2000 сделок, из них где-то 1600-1800 в каждый день по-разному проходит именно через наших клиентов. Потому что ритейл-клиентам удобно использовать наш сервис, причем если терминал биржи доступен именно в рабочее время биржи, когда все работают, да, вам придется, когда вы работаете у себя на работе, параллельно заняться инвестированием, да, анализировать, инвестировать, торговать, следить за котировками реального времени. Мы свой сервис, как вы правильно отметили, как агрегатор запустили, клиенты могут в любое время отправить заявки на покупку-продажу. Мы эти заявки агрегируем, и как только биржа открывается, эти заявки отправляем. То есть, потом клиент получает оповещение, что он купил? Да. Клиент может ночью анализировать, в выходные дни анализировать, когда у нее свободное время есть, анализировать и потом отправить заявку на покупку. Как только биржа открывается, его заявка будет исполнена. 1600-1800 транзакций в день? Да. А чего вы зарабатываете? У нас несколько каналов монетизации. Первый и основной – это как раз-таки торговые комиссии. У нас есть с нашим стратегическим партнером договор о сотрудничестве по revenue sharing. То есть с каждой операции, когда человек покупает, продает ценную бумагу, брокер берет определенную комиссию. Сейчас на рынке у нас комиссия в среднем 1% со сделки. И часть этой комиссии брокер с нами делится. Это наш основной источник дохода. Но, к сожалению, сумма в суммарном выражении – это пока небольшая сумма. И поэтому нам пришлось диверсифицировать наш источник дохода. И мы запустили монетизацию от подписки. То есть клиент, у нас есть несколько программ подписки. Первый бесплатный – это тариф инвестор. Клиент ничего не платит, он работает по тарифу инвестор. У него определенные глубокие аналитические данные недоступны. И у него на пополнение и вывод средств с брокерского счета комиссия 1%. Есть тариф трейдер.
Там сниженная комиссия на пополнение и вывод. Там, если с ХМО карты 0,3%, с УЗ-карт 0,8%, уже меньше 1%. Да? И ему доступны более детальные аналитические данные. Плюс есть у нас про-тариф, который стоит 28 тысяч в месяц. Тогда уже пополнение вывод без комиссии будет. И там полный функционал, все аналитические данные, там, все отчетности, выплаты дивидендов, структура акционеров, вот эта вся информация будет доступна. То есть второй канал монетизации – это подписки. И сейчас мы работаем над третьим каналом. Это вот как раз-таки монетизация данных. Мы за годы работы агрегировали огромный массив данных по узбекскому фондовому рынку. Сейчас у нас есть все котировки бумаг по всем дням. С 2022 года поминутные котировки у нас мы агрегировали по всем бумагам. Помимо этого, у нас есть данные, которые компания публикует на портале OpenInfo, там все сушфакты и все квартальные годовые отчеты. То есть пользователь JET может получить любую цифру от любого квартального отчета любой компании, если оно опубликовано публично, любую строчку с 2016 года. И на базе этого сравнивать и анализировать. Да. Он может расширенный анализ делать. Помимо этого мы можем эти данные предоставить другим заинтересованным лицам. Да? И это может быть различные аналитические компании, финансовые аналитики, да? Консалтинговые компании могут быть там, если кто-то хочет приложение сделать свое или на веб-сайтах, мы можем эти данные тоже монетизировать. Сейчас вот у нас есть больше 160 миллионов точек, дейта-поинтов, да, по узбекскому фондовому рынку, которые мы можем предоставить для заинтересованных лиц. Мы сейчас чуток отойдем назад к вопросу команды, которая сейчас начала работу над проектом, и инвесторов, которые ваших, а потом перейдем к фондовому рынку. Почему она не настолько недооценена в Узбекистане? Сейчас какое количество людей работает над проектом? Сейчас у нас в команде работает 11 человек. Это вот как раз-таки люди, которые и разрабатывают, и те люди, которые занимаются client support. Мы когда запустили проект, один из интересных моментов, мы думали, что наши где-то 80% усилий уходит на техническую работу, разработку, на внедрение различных, да, а где-то на 20% наших усилий уходит на client support. Все получилось наоборот. Да? У нас client support занимает больше ресурсов, чем мы ожидали, потому что люди, к сожалению, у нас не понимают, как работать на фондовом рынке, что такое акции, чем простая акция отличается от привилегированной акции, например, как на этом заработать, какие... Они часто спрашивают, что мне дальше делать, вот я купил, мне хранить, не хранить, там, обязан ли я продать, или вот такие-то вопросы. Нам придется осуществить огромную образовательную работу, потому что люди часто спрашивают, и нам придется объяснить вот это всем людям. Я представляю ваш офис как волк с Уолл-стрит, когда там люди сидят, звонят, объясняют, что это такое, и продают. Мы, да, определенная часть команды отвечает за саппорт, за вопросы клиентов. Плюс, что хорошо, мы смогли организовать одно из больших сообществ частных инвесторов. У нас в Телеграме есть группа, в котором где-то порядка 4000 пользователей. Они друг другу помогают. Да? У нас команда небольшая, у нас не всегда ресурсов хватает, и не все нам пишут, да, когда у них проблемы. В группе пишут и друг другу помогают. Да, в группе они обсуждают какие-то идеи. Если там на рынке что-то происходит, кто-то не понимает, они вопрос задают. Те, кто понимает, они им отвечают. Да, у нас вот так мы формировали. Сейчас это наибольшее крупных сообществ инвесторов в Узбекистане, в котором активно каждый день обсуждаются новости из фондового рынка. И новички тоже могут, кстати, участвовать в этой группе. JET Investors Club называется.
они могут зайти, и там первые шаги легче пройдет, если они участвуют в этой группе, на свои первый вопрос могут А это ответить. для того, чтобы присоединиться в этой группе, нужно уже зарегистрироваться, или же можно в любой момент присоединиться? Нет, это можно в любой момент. Мы можем сейчас тоже вывести на экран ссылку на нашу группу. К вашим инвесторам. Симург, получается, зашел в качестве... Были ли какие-то дополнительные соглашения с Симургом, помимо того, что у вас есть один человек в обоих, получается, компаниях? То есть Илхом, он является директором Симурга. Как вот эти первые инвестиции были привлечены со стороны Симурга? То есть не было ли каких-либо конфликтов интересов, например, со стороны... Потому что Симург — это вообще независимая другая организация, это российская страховая организация или... Нет. Симург VC – это венчурный фонд. Она же на базе Симург Insurance, получается? Не, они это совершенно разные. Да. Это название у них одинаковое, но это они разные бизнесы, никак не аффилированы друг с другом. Окей. Получается, то, что с Симурга вы привлекли инвестиции, не было ли никаких конфликтов интересов с этим? Нет. У Симург в основном сейчас инвестирует, с момента даже основания, инвестирует в портфельные проекты. И на базе этого VC сформировался некий холдинг, да, можем сказать. У нас сейчас в рамках Симурга есть 4 крупных проекта и несколько мелких проектов. Вот это мультикарт, это цифровой банкинг для физлиц, мультибанк, это цифровой банкинг для юрлиц и малого бизнеса в основном. Jet – это проект по инвестициям, и Рахмат. Рахмат – это фудтек-проект, агрегатор платежей в ресторанах, оплаты чаевые, оплаты счета и все такое. Портфельные продукты – это те продукты, которые сама команда фонда создала, или же все же их присоединили? Эти продукты, все они были созданы в рамках этого фонда. Сам проект, получается, фонда, то есть команда фонда инициировала все эти проекты. Да. Как получилось так, что вы привлекли деньги с Aloha Venture? То есть вот процесс Aloha, как она у вас выстроилась. Например, Симург, более понятно, вы являетесь конкретным дочкой этого VC. А с Aloha как получилось? Aloha Ventures провел отбор, когда вот как раз-таки в 2022 году они первые свои инвестиции начали делать в разные проекты. Они провели отбор, мы подавали документы, прошли несколько этапов питч, несколько этапов обсуждения, они потом due diligence делали. Они видели в этом проекте перспективу не только для экономики Узбекистана, в частности для IT-сектора. И вот они инвестировали в наш проект, поддержали, и мы очень благодарны в целом Aloha Ventures, Aloha банку за поддержку. Они одним из первых видели потенциал нашего проекта, да, скажем, и плюс они интегрировали, их основная задача Aloha Ventures тоже интеграция различных проектов в свою экосистему, в экосистему Aloha банка. Вот мы после того, как запустили сервис, одним из первых интегрировались с приложением Zumrat, чтобы с того приложения тоже привлекать аудиторию для фондов, для джета, для фондового рынка, плюс диверсифицировать продукты банка, который предлагает своим клиентам. Угу. Получается, Aloha вы попали через стандартную форму заявки, подали, прошли и получили инвестиции путем того, что вы прошли этот весь отбор, который они делают. Теперь, возвращаясь к фондовому рынку. То есть такое ощущение, что рынок огромный, не то что ощущение, рынок на самом деле огромный, но она почему недооценена? Почему люди не инвестируют? Например, мы в интернете везде сейчас такая агрессивная реклама инвестиций в крипту, инвестиции в недвижимость, в машину, вклады в банках. Но почему люди не инвестируют в фондовые биржи? Почему в бирже не инвестируют? Почему акции не покупают? В частности, если мы говорим про Узбекистан, в Узбекистане. Потому что, живя в Узбекистане, мы ежедневно сталкиваемся с интернетом того, что купи квартиру – это твоя долгосрочная недвижимость. И там бабушки нам говорили о том, дедушки, бабушки говорили о том, что там это самая надежная инвестиция. Почему люди не переходят эту грань? Здесь на самом деле несколько факторов. Да, если быстро перечислить, это низкая инвестиционная грамотность,
большое государственное участие на акционерных компаниях, мало частных компаний на рынке. В целом вот эти основные проблемы, плюс там еще есть определенные проблемы со стороны банковского сектора, то, что они сейчас управляют денежными потоками, и фондовым рынком конкурируют сложно с ними. А если детально обсудить вот эти проблемы, на самом деле, да, это один из самых, скажем, недооцененных направлений экономики, да, хотя за рубежом фондовый рынок – это везде рынок, где самый большой капитал агрегирован, аккумулирован, да, ни в банковском, ни в другом секторе нету столько капитала, который есть в фондовом рынке. У нас фондовый рынок активно не продвигается, не обучается население со школьных лет, да, скажем, за рубежом это обычная практика, у нас люди не знают. Даже мы недавно, буквально в прошлом году, провели в одном из крупных высших образовательных учреждений по финансам и экономике, да, там провели мероприятие для магистров и спросили, какая компания является одним из самых ликвидных, перечислили ликвидные компании узбекского фондового рынка. Они не знают. Хотя они являются магистрами в экономической сфере. То есть это, весь образовательный процесс нигде не был включено момент работы с фондовым рынком, и поэтому люди не знают. Многие не просто не знают о фондовом рынке, как на нем работать. Только у нас финансовая грамотность, цифровая грамотность вырос в последние годы, что дает возможность уже прививать инвестиционную грамотность. Сейчас со стороны государства делается огромные работы. Я думаю, в течение ближайших 2-3 лет это быстро будет развитие. Я к этому еще в конце перейду, какие там ожидаются изменения на рынке. Да? Ну, одним из первых проблем это то, что низкая инвестиционная грамотность. К чему это приведет, вы правильно сказали, приведет к тому, что люди свои деньги вкладывают в недвижимость, они в последние годы активно вкладывают, и поэтому у нас недвижимость дорогая. То есть там появляется определенный спрос большой, даже определенный пузырь, можно сказать, ценовой пузырь формируется за счет того, что большой поток идет. Плюс часть людей инвестируют в различные скам-проекты, мошеннические проекты, думают, что они покупают акции какие-то компании, хотя это не ноткоины какие-то. Ноткоин там более-менее есть, может быть, какое-то основание. Есть там проекты, которые типа продают акции, на самом деле там фантики, да. И, к сожалению, там миллионы долларов средств населения вытекают на скам-проекты различные. Да, это означает, что людям надо потихоньку повышать инвестиционную грамотность, чтобы они знали, у них была возможность куда инвестировать и как инвестировать, чтобы они знали. Следующий момент – это банковская сфера. У нас банковский сектор предлагает больше, в среднем 25% доходности в банковских депозитах, что не может предложить фондовый рынок. У нас фондовый рынок, инвестиции на фондовом рынке всегда связаны с финансовыми рисками. Не с большими, с сопоставимыми рисками. Да? Чем выше доходность, тем больше риск. Да. Или наоборот, чем меньше риск, тем меньше доходность. Поэтому если вы ставите в банк, там есть госгарантия на сохранность этих денег. До этого было вообще безограниченные суммы. Недавно снизили порог до 200 миллионов, этот порог гарантии сохранения депозитов. Но в целом это надежное место, которое предоставляет высокие доходность. И за счет этого поток денег направляется в банковский сектор, и через банковский сектор идет в экономику. То есть если кто-то хочет взять ресурс для развития своего бизнеса, он идет в банк, получает кредит, и банк получает свою маржу это в цепочке депозита, кредита. За рубежом это по-другому работает. Компания, когда хочет привлекать средства, он либо может выпустить свои акции, провести IPO, либо же выпустить свои облигации. Облигация – это то же самое кредит, только долг берется
прямо от конечного, да, акционера, клиента, да, скажем. У нас вот этот процесс через банковский сектор проходит, и за счет этого удлиняется там, вот такой момент есть. Я думаю, что у нас сначала развивается рынок облигаций, компании, когда понимают, что через облигации можно привлекать чуть дешевле деньги, чем кредитные линии, будут, скорее всего, выпуститься больше облигаций, и за счет этого оживляется рынок, появляется больше людей, и потом можно будет выпустить, провести IPO, привлекать частные компании тоже. А через сколько, как думаете, это пройдет? Сколько надо, во-первых, усилий, чтобы к этому дойти, и сколько нужно времени, чтобы это прошло? Сейчас давайте перечислим, какие меры принимаются со стороны государства, которые очень позитивно, скорее всего, будут влиять на фондовый рынок. Первое – это сокращение госдоли за счет проведения народного IPO. Там 16 компаний, от 2 до 4% доли этих компаний, государственной доли, продаются населению. Это увеличивает количество инвесторов, потому что, вот, как я говорил, если в рамках IPO Узбекстелекома там 15 тысяч счетов открыли, вот IPO Узбекской республиканской товарной сырьевой биржи тоже больше 10 тысяч инвесторов участвовали, да? Это вот новый поток клиентов, которые создают рынок инвестиций. Это первое. Второе. Государство дает льготы по налогам. У нас доходы на фондовом рынке не облагаются налогом. Сейчас вот, если вы получаете дивиденд, они освобождены до 2028 года от любых налогов. То есть, если вы инвестор, вы получаете доход в качестве дивиденда или купона, тогда вы уже не платите подоходный налог, и у вас получается определенная выгода за счет того, что вы не платите. Плюс сейчас вот государство недавно, в этом году со стороны Национального агентства перспективных проектов была предложена идея создания индивидуальных инвестсчетов, и в постановлении было одобрено постановление президента. Сейчас вы можете как инвестор открыть индивидуальный инвестсчет и часть своей зарплаты направить на этот индивидуальный инвестсчет и агрегировать там до 100 миллионов сумм. И если вы там храните в течение 1 года путем просто хранения или же инвестирования в различные бумаги, и после 1 года эти ваши средства освобождаются от подоходного налога. То есть у вас получается плюс 12% доходности. Если, например, вы 100 миллионов из своей зарплаты отправили на этот инвестсчет, открыли инвестсчет и туда отправили, и купили, скажем, облигации, которые дают 28% годовых. Сейчас есть у нас на рынке облигации, которые предлагают 28% годовых. Это выше, тогда, да, это выше, чем банки, потому что там вот как раз-таки для инвестора напрямую от акционера получает, клиента получает деньги. Вот это 28% годовых плюс 12% подоходного, у вас получается 40% годовых. До 100 миллионов сумм вы можете с 40% доходностью инвестировать. А хотя банк удерживает 12% для подоходного налога. Да, да. Если вы в банке депозит поставите, вот, там нету такого возможности. Поэтому это тоже от государства дается стимул, чтобы люди шли в этот рынок. И сейчас вот разрабатывается механизм, как этот ИИС открывается и как вот эта отчетность налогу предоставляется. Но за счет этого и за счет этих налоговых льгот, за счет народного IPO, я ожидаю, специалисты ожидают, что рынок будет активнее развиваться. Плюс в этом году государство образовало национальный инвестиционный фонд. Это при IT-парке? Нет, это сейчас образовался национальный инвестиционный фонд, и от 20 до 40% 18 крупных компаний доли переведены в этот национальный инвестфонд. И планируется в следующем году привлечение крупного международного игрока, который будет управлять этим фондом и провести IPO этого фонда
на местном и на лондонских, ну, зарубежных биржах. То есть получает это от 20 до 40% 18 компаний, это примерно $1,5 миллиарда. То есть создан национальный фонд на фондовом рынке. Это госкомпании. Доля которых формируется от госкомпаний, да. И вот $1,5 миллиарда фонд, который будет провести IPO на местном и на зарубежном рынке. Это тоже привлекает огромное количество и суммы инвестиций на фондовый рынок. Тем самым это способствует оживлению, потому что вот эта управляющая компания, которая будет управлять этими активами, ожидается, что оно будет трансформировать вот эти компании, чтобы они стали привлекательнее для инвесторов, для местных, для зарубежных инвесторов. Тем самым увеличивается привлекательность этих активов. Это на самом деле довольно-таки интересные планы, которые в рамках Узбекистана планируется сделать. Возвращаясь к тому же JET, сейчас в рамках JET, получается, любой гражданин Узбекистана запросто может зайти, купить акции той или иной госкомпании, на данный момент там госкомпании, или там чуть позже, возможно, частные компании будут, любого из них купить, хранить эти деньги, возможно, над этим зарабатывать в рамках стоимости этих компаний и выводить эти деньги без какой-либо сложности, без налогов, то есть он не платит НДФЛ за счет этих денег. То есть, если он, например, $1000 вложил, я как гражданин Узбекистана вложил в свой инвестфонд $1000, купил какие-то акции, пошел чуть, получается, заработал насчет этих акций, как я могу их вывести? Вы можете заработать, вы можете двумя способами, да, как дивиденды получить, да, либо же продать, купить дешевле, продать дороже. Если вы продаете, в момент продажи у вас снимается 0,1% гербовый сбор, который считается налогом вашим за изменение стоимости бумаги. Да? Это как НДС? Да. Оно автоматом снимается в рамках сделки по продаже ценных бумаг. И как только вы продали, эти деньги появляются на вашем депо-счете, вы можете через JET эти деньги выводить на банковскую карту. Сколько времени это займет? 10 минут. То есть практически мгновенно это пройдет. То есть сложностей нет, нигде не надо там ходить, подписывать документы. А если с традиционным способом, тогда придется очень много волокит и бюрократии пройти для вывода средств. Нет, там тоже не очень сложно, но в целом... Бюрократия есть. Да, есть определенная бюрократия. Вам надо будет писать заявление, куда вам эти деньги отправить. То есть вам в этом заявлении вы должны указать номер вашей карты и транзитный счет этой карты. То есть чтобы бухгалтерия брокера могли отправить вам платеж, вы должны узнать у вашего банка, который имитировал вашу карту, транзитный счет, куда эти деньги поступают. То есть вам это надо узнать, потом в заявлении указать и передать вашему брокеру вот это заявление. Вот я хочу со своего счета вывести эти деньги, и потом их бухгалтерия отправляет в течение 1-2 дней эти деньги. То есть традиционно. А у нас через наш сервис вы можете сразу онлайн создать заявку, и на основе этой заявки, если это рабочее время биржи и банка, тогда вы в течение 50 минут максимум эти деньги получите на вашу карту. Это намного быстрее, чем 2 дня. И касательно к JET, получается, как вы ранее говорили, что иностранцы тоже могут регистрироваться, покупать и продавать акции узбекских компаний в рамках JET. Да. Как это возможно? Брокер должен в первую очередь открыть депо-счет каждому клиенту. Да? В случае иностранцев, иностранец может отправить свою заявку через канал обратной связи в рамках сервиса JET, в мультикарт, сканированные фотографии документов, селфи с паспортом. И брокер эту заявку в онлайн-режиме обрабатывает, и за один день, максимум 2 дня открывается этот счет для иностранцев. Для иностранцев этот процесс не автоматизирован, к сожалению, потому что этот процесс везде так, потому что нет механизма удаленной идентификации на базе иностранного документа. ПНФЛ понадобится? Если есть местный ПНФЛ, тогда он может онлайн открыть.
этот клиент, если у него есть ID-карта нерезидента или ПНФЛ, этот клиент может онлайн открыть, потому что его данные хранятся в госбазе данных. Уже Тогда верификацию прошел. Да, тогда это не проблема, может онлайн. Если у него ПНФЛ нету, тогда он должен отправить запрос через саппорт, ему открывает брокер вручную. Вся эта финансовая система, которую вы создаете, то же самое JET, то же самое Рахмат, то же самое, получается, необанки, которые для физлиц и юрлиц вы создаете, они должны на базе чего-то подкрепляться. То есть у вас должна быть лицензия банковская. Как здесь вы справляетесь? У вас, я так понимаю, своего банка или своей лицензии банковской нет? Как я уже отметил, у нас 4 основных проекта, и ядром наших всех проектов является банковская система, то есть это мультикарт, мультибанк, это наши основные продукты, потому что для всех других продуктов эквайринг мы осуществляем через этот сервис. И здесь мы работаем с Трастбанком. Цифровой филиал Трастбанка является нашим партнером, и мультикарт, мультибанк, и на базе этого уже сервис JET тоже, они работают на основе лицензии цифрового филиала Трастбанка, за что мы им благодарны, то, что они нам дают такую возможность воспользоваться их экосистемой для развития наших продуктов. Это местный банк? Да, Трастбанк – это один из крупных частных коммерческих банков, акции которых, кстати, торгуются в рамках сервиса JET. Любой желающий может купить акции Трастбанка тоже. От первичных лиц? Не первичная, это вторичная торговля будет, потому что у Трастбанка много акционеров, в том числе частных лиц, которые могут продать свои акции, если хотят, на бирже, и любой желающий может купить. Вы сказали, что JET, как ваша экосистема продуктов, это является не только агрегатором брокеров, агрегатором инвестиционных платформ и так далее, она является также агрегатором данных. Да. Можно чуть подробнее здесь? Какие данные он агрегирует? У нас на фондовой бирже торгуется более 700 ценных бумаг, от 450, если не ошибаюсь, около 500 компаний. То есть есть много эмитентов. Акционерных обществ. Да, акционерные общества и другие виды компаний, которые облигации выпустили. Да? Эти компании, акционерные общества, публикуют свои данные, как я уже отметил, на портале OpenInfo. Мы вот как агрегатор данных собираем все эти данные, котировки, финансовые отчеты, суш-факты, которые они публикуют, и у себя агрегируем. У нас около 60 миллионов дата-поинтов собраны, которые мы можем предоставить в рамках нашего сервиса всем акционерам, которые хотят торговать через наш сервис, и плюс мы можем эти данные предоставить другим заинтересованным лицам. Да? Или же на базе этих данных мы можем создать новые продукты. Один из таких является виджеты котировок ценных бумаг. Сейчас, вот, если вы знаете, TradingView предоставляет виджеты, где можно посмотреть котировки различных бумаг, как одной бумаги, так и нескольких бумаг. Вот у нас есть виджеты, которые могут онлайн-СМИ на своих сайтах поставить, когда вот новость о какой-то компании, можно виджет этой компании поставить, и в режиме реального времени котировки его акций можно показать. Или же, например, бегущая строка, которая показывает топ-20 ценных бумаг, которые на сегодняшний день на бирже на данный момент торгуются самые высокие, топ-20 самых торгуемых ценных бумаг. Вот такие виджеты мы сможем предоставить для наших партнеров на базе этих данных. Получается, становясь агрегатором, вы планируете ли вот ваши услуги разместить в других финансовых приложениях, или же вы хотите только ваши продвигать? Это хорошую тему подняли. Мы, когда наш стартап развивали, мы создали продукт и знали, что у нас на рынке сложно будет привлекать новых людей. И мы запустили наш сервис в начальном этапе в качестве раздела внутри приложения мультикарт. То есть в мультикарте есть раздел «Инвестиции». Когда вы его открываете, вы переходите в периметр JET. До недавнего времени у нас не было собственного приложения. Мы работаем по механизму мультиплатформенности, то есть JET встраивается в различные финтех-приложения, становясь частью их экосистемы и привлекая оттуда пользователей на фондовый рынок.
Это, во-первых, нам дает возможность привлекать новую аудиторию, которые раньше уже, у которых есть цифровая грамотность, финансовая грамотность, мы им предоставляем новый сервис инвестиций. Уже более готовую аудиторию привлекаем. И с другой стороны, это для нас сокращение маркетингового бюджета. Если у нас было бы отдельное свое приложение, для продвижения у нас требовались большие ресурсы. Мы сейчас более готовую аудиторию приложения привлекаем. Сейчас мы работаем в рамках приложений Multicard, Zoomrad, MyUs-Telecom и Daur Mobile. Сейчас мы начали интеграцию с несколькими банками. Национальный банк, у них есть приложение Milli, Гарант банк, Гарант Mobile и несколькими финтех-игроками. Один из них является Alif. Alif тоже один из крупных игроков узбекского финтеха. В скором времени мы планируем запустить раздел инвестиций внутри их сервиса. Получается, внутри аппа будет, внутри всех аппов, этих всех финтех-продуктов есть раздел инвестиций, где человек может сразу же зайти, уже аутентификация пройдена, и, получается, купить и продавать свои акции, продавать свои активы, грубо говоря. Да, сначала он заходит, сначала открывает все равно депо-счет у брокера, и потом он может уже пополнить этот счет, и потом инвестировать в различные бумаги, купить, продать эти акции через биржу. И вот у нас вот такой подход, мультиплатформенность, это является одним из уникальных. На мировом рынке тоже такого кейса нету. Мы это хотим развивать. В следующем году мы планируем до 20 приложений интегрироваться. Тем самым, во-первых, большую аудиторию охватить, во-вторых, показать хороший success story, чтобы, когда мы выходим на зарубежные рынки, примерно такой же кейс хотим повторить и в зарубежных рынках, показать success story Узбекистана. Получается, на данный момент общее количество регистраций у вас в вашей платформе, какое количество тех людей, которые имеют счет, и какое количество активных счетов? Сейчас у нас в нашей платформе прошли регистрацию больше 160 тысяч пользователей. Они зашли, регистрировались, ознакомились с системой, и из них 55 тысяч клиентов открыли брокерские счета, начали инвестировать. Многие из них начали, пробовали инвестировать, и 10 тысяч из этих клиентов являются нашим активным клиентом, который раз в 1 или 2 месяца инвестирует. Инвестиция – это не такой активный процесс. Да? Вы можете один раз инвестировать определенную сумму и потом годами просто следить. Да? Зайдет, отслеживаете, как изменяется ваш портфель. Да? А некоторые там стабильно инвестируют определенные средства, часть дохода своего зарплаты инвестирует стабильно в различные бумаги, диверсифицируя и расширяя свой портфель. Теперь смотрите, получается то, что JET сейчас является, как вы отметили, не только инструментом для инвестиций, но и, соответственно, образовательным инструментом для тех, кого нужно обучать, те, которые заинтересовались и обучают. Какими препятствиями и барьерами JET сталкивается на сегодняшний день с государством, например, с фондом? На уровне населения мы поняли, что это на самом деле там финансовая грамотность на уровне инвестиций очень сильно низкая, что нужно поправить. Это банковский сектор, который очень сильно влияет, и, соответственно, дополнительные факторы, которые влияют именно на развитие инвест-сектора в Узбекистане. С какими барьерами, на примере барьера, это то же самое отсутствие API, получается, ключей, по которым вы не могли данные получать. Еще какие, например, бывают сложности? До этого момента один из сложностей было то, что не было разрешения на удаленную идентификацию, дистанционное обслуживание клиентов, да, скажем. Поэтому много процессов базировалось на бумажный документооборот. Благо, что приняли этот документ, сейчас этот один из основных барьеров снять для онлайн-работы, онлайн-обработки. И технически то, что не было API, тоже вопрос решается. В скором времени биржа планирует предоставить такой API. Это, во-первых, упростит доступ к технологическим компаниям к рынку.
Ну, это обе этих проблемы сейчас на пути решения. Да? Один из них решен, и второй решается. Еще проблема то, что надо увеличить количество частных компаний на фондовом рынке, чтобы население, когда инвестирует на фондовый рынок, когда там есть качественные активы, которым можно доверять, которые они будут расти. Государственные компании тоже надежные, но уровень роста у них более там, ограничен, чем частных компаний. Да? Частные компании, особенно если это IT-компании, они могут активно развиваться, там иксы могут дать в инвестициях. Например, если взять Tesla, Apple и сравнить там 10-20 лет перспективы, там это огромная сумма. Да, в сотни раз есть увеличение капитала. Да? Поэтому один из основных проблем – это вот как раз-таки привлечение активов, качественных активов на фондовый рынок, частных активов, которые уже потом вызывают покупателей. Сейчас мы покупателей привлекаем, а там активы не очень, относительно банковских депозитов, если сравнивать, они не такие привлекательные, чем банковский депозит, скажем. А если будет много выбора на этом рынке, тогда уже люди сами будут прийти инвестировать. Еще один такой интересный момент у нас. Согласно законодательству, инвестирование в зарубежные ценные бумаги не было регламентировано. То есть это было белым пятном в законодательстве. Да? Не разрешено, не запрещено. Да, такой момент был. Благо, что с января следующего года разрешается и внедряется механизм инвестирования в зарубежные ценные бумаги. И контроля. Да, и контроль, и в целом как определяется некий порядок, через которого люди могут инвестировать в зарубежные ценные бумаги. Сейчас нету такого порядка, и есть люди, которые на свой страх и риск инвестируют, но у них нету никакой юридической защиты, да, скажем. Уже со следующего года планируется создать такой порядок, определенный механизм создать, через который люди могут уже инвестировать в зарубежные бумаги, что тоже повышает интерес населения к фондовому рынку. Они вот могут, там, скажем, 10 сумм вложить в зарубежную бумагу, 5 сумм в какую-то местную акцию, там, 5 получается, сумм, через год получится облигации. Потом из разных стран покупать какие-то акции, облигации через одно приложение узбекское. Мы сейчас так планируем. А что насчет крипты? Крипта – тоже интересный вопрос. Мы думаем в этом направлении, потому что вот мы JET как сервис инвестиций, хотя не просто инвестиции в ценные бумаги, а в широком понимании инвестиции. У нас в планах есть внедрение возможности инвестирования в крипту и токенизированные активы. У нас это в планах есть. В следующем году мы планируем начать работу в этом направлении после того, как мы запустим возможность инвестирования в зарубежные ценные бумаги. А у вас валюты покупать и продавать можно? Нет, валюту нельзя, потому что у нас есть фондовые биржи отдельно, валютные биржи отдельно. Валютные биржи, там торгуется валюта и государственные облигации, госценные бумаги. А вот госценные бумаги можно покупать. Вот мы думаем их тоже интегрировать, чтобы люди могли госценные бумаги, гособлигации купить. Но валюта у нас только разрешается банком. Только банки могут покупать и продавать валюты. То есть насчет криптовалюты вы думаете на следующем году прийти к этому? Да. А насчет лицензий, которые... Не, если мы запустим это в этом направлении, либо сами получим определенную лицензию, на базе партнеров. либо с кем-то запартнеримся, можем запустить такой продукт. У нас в планах есть. Какие планы в целом на фондовом рынке вы планируете сделать? Какие секторы охватить? Какие планы в ближайшие лет 5, если далеко уйти? В первую очередь мы должны планируем привлекать больше 1 миллиона пользователей. Это инвестора на фондовом рынке. Мы это думаем, в ближайшие 2 года это можно достичь. Если все запланированные мероприятия будут проведены качественным образом, я думаю, через 2 года мы можем привлекать 1 миллион инвесторов
и уже проект может работать как успешный стартап, и мы можем уже выводить наш продукт на зарубежные рынки. Это первое. Второе, то, что вы отметили, диверсифицирует наши каналы, не только ценные бумаги, добавить различные новые инструменты. Это, один из них – это крипта. Второе, есть краудлендинг, возможность. Это тоже как бы часть инвестиций. Несколько, за рубежом это направление развивается. У нас тоже государство тоже в этом направлении хочет определенные регуляции и стимулирование внести. Мы в этом направлении тоже смотрим как потенциальное направление развития диверсификации наших инвестиционных продуктов. Вот эти направления, вот эти продукты внедрить в SalesJet. Насчет интеграции в PayMe, в Click, это самые крупные. Это один из самых первоочередных планов наших, потому что в следующем году мы, как я уже отметил, планируем интегрировать с 20 различными приложениями. Это банковские приложения, финтех-приложения. У нас со всеми из них первичный диалог выстроен. Просто не у всех есть, скажем, доверие в текущее и будущее развитие фондового рынка, да? Мы потихоньку меняем вот это мышление, мы увеличиваем количество участников, увеличиваем обороты, тем самым постепенно у всех игроков будет повышаться интерес к фондовому рынку. И для начального этапа интеграция и работа с JET выгодна, потому что это не требует никаких, особо больших финансовых ресурсов. Мы когда интегрировались, один из интересных кейсов – интеграция в Майус Телекоме. В приложении телеком-компании люди могли купить акции. Да, за рубежом такого кейса нету. Мы интегрировались за 1 месяц, и Узбекистелеком потратили 0 сомов. То есть мы вот эту интеграцию осуществили бесплатно. То же самое с банками. Да? Мы им даем весь этот инструментарий, и технический, и юридический. Вот у нас есть вот этот механизм, выстроенный бизнес-модель. Да? Мы это все внедряем внутри приложения любого банка. И им это будет выгоднее работать на начальном этапе с нами, потому что это не требует определенных усилий и ресурсов. Да? Если они сами хотели бы запустить отдельные приложения, как Тинькофф инвестиции, Сбер инвестиции, да, это деньги, это время, это ресурсы, это команда. Причем не совсем понятно, когда эти деньги отбиваются, да, а с нами легче, быстро могут запустить, потому что вы конкретно в этом направлении. У нас все готово, мы можем это внедрить. И многие это уже начали понимать, и многие с нами начали интегрироваться, уже договора заключить. И мы думаем, что это пока является нашим уникальным свойством, которое позволяет побыстрее охватить рынок. Я очень надеюсь, что коллеги из других финтех-продуктов в скором времени с вами свяжутся после данного подкаста, где они максимально подробно узнали о проекте, и они начнут процесс интеграции с вами, потому что это на самом деле очень важный кейс на рынке. Плюс я еще хотел отметить, касательно вы про IT направление сказали. Да, как раз хотел насчет этого вопрос задать. То есть, как именно фондовый рынок влияет на IT-сектор, на стартапы? Стартап развивается в основном не за счет каких-то банковских кредитов, да, за счет венчурного капитала. Венчурный капитал – это фондирование с венчурных, то есть привлечение капитала с венчурных фондов, они дают стартапу деньги с учетом экзита. То есть я даю $1000, скажем, и через год или 2 года мои 1000 превратятся в 10 000. Они с этим планом дают, и у них должны быть четко видны механизм экзита, то есть выхода из проекта. А их в основном это 2. Это M&A сделка, Merger and Acquisition, или же IPO. За рубежом многие стартапы выходят в IPO как финальный этап выхода венчурных фондов. И все венчурные фонды дают деньги, чтобы когда-то эта компания станет публичным, и тогда они в несколько десятков раз увеличат свой капитал, возвращают за счет проданных акций.
У нас, к сожалению, вот фондового рынка нету, и поэтому IT-сектор сложнее привлекать инвестиции. У нас это вот поэтапно развивается, и я вижу, вот IT-сектор как раз-таки может стать локомотивом развития фондового рынка путем проведения IPO. Мы вот планируем, думаем в следующем году провести IPO мультикарда, хотя оно не рос до такого масштаба, чтобы провести IPO, но мы хотим чисто провести и показать некий success story. Вот есть мультикард, небольшая финтех-компания, но вышел на IPO, смог поднять определенные средства для развития и стал публичной компанией. Сейчас уже оно является акционерной компанией, и у него есть определенное количество акционеров, которые следят за котировками этих акций. Ведь мы вот этот success story хотим показать, и тем самым другие компании, финтех-компании, IT-компании... Показать, что так возможно. Да, так возможно. Они могут тоже потом провести свои IPO, привлекать деньги путем IPO. Получается то, что сейчас развитие любых рынков, это венчурные рынки или там биржи, они очень сильно взаимосвязаны. Соответственно, если будут развиваться фондовые рынки, соответственно, намного облегчится путь стартапов в получении инвестиций, потому что отношения венчуров к стартапам будут более доверительны, потому что процесс выхода с этого стартапа будет яснее. Да, да. Это не только помогает стартапам, это любому бизнесу помогает. Если вот бизнес за рубежом, его возможность привлечения капитала и бизнес в Узбекистане, они сильно отличаются. У нас сильно ограничен, потому что никто не выпускает облигации, когда деньги нужны. Да? А за рубежом быстро можно выпустить облигацию, привлекать деньги, потом вернуть, когда бизнес оборачиваемость будет и может возвращать. А у нас так не делают, потому что рынок еще не развит, многие не понимают, не видят. Для представления, вот представьте, что сейчас в Узбекистане нету электронных или цифровых платежей. Все деньги наличными, да? Боже. Все платежи. Представьте, как страшно. Это страшно, да. Даже сложно представить на текущий момент любую оплату, например, вы делаете наличными. У нас сейчас бизнес работает с точки зрения фондирования фондового рынка в таких реалиях, да, скажем, нет фондового рынка, они не выпускают акции, не проводят IPO, не выпускают облигации. Они как бы работают только с наличными деньгами, да, можно сказать. Им сложно сейчас привлекать деньги. Любому бизнесу. Они только вот идут либо к каким-то ангел-инвесторам, либо банку получают кредит. А кредит – это сразу же нагрузка для бизнеса. Когда у вас кредит, вам в первую очередь вы должны думать о возврате кредита, нежели чем развитие вашего бизнеса. Да? За рубежом не так. За рубежом вы привлекаете финансирование, выпускаете акции, развиваете, и потом все и акционеры довольны, то, что их акции увеличили в стоимости, и бизнес доволен, что они вовремя смог привлекать определенный капитал через фондовый рынок. Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем, когда я нахожусь, наша команда находится в Узбекистане, это произойдет, и мы начнем тоже, как вы сказали, возможно для иностранцев заходить на фондовый рынок Узбекистана, покупать акции и продавать их. Мы надеемся, что мы попробуем этот экспириенс тоже. Планируете ли вы сами с оценкой, которую вы озвучили, $2 миллиона, привлекать дополнительные инвестиции? Aloqa Ventures в рамках pre-seed раунда с оценкой 2 миллиона инвестировал в наш проект. Это было в 2023 году, то есть это больше 1,5 года назад. И сейчас мы, конечно, будет уже оценка другая. Мы сейчас работаем с некоторыми инвесторами. Есть заинтересованные инвесторы, мы с ними работаем, планируем обязательно привлекать инвестиции, потому что для того, чтобы наш проект дошел до того момента, когда на рынке уже 1 миллион человек, нам нужны все равно инвестиции на развитие, на содержание команды, на маркетинговые мероприятия. И вот мы планируем привлекать инвестиции в ближайшее время, работаем с несколькими местными зарубежными инвесторами.
Заключительный момент, когда мы зачастую говорим, какой совет вы бы дали стартаперам, но, скорее всего, я сейчас задам вопрос, какой совет бы вы дали начинающим инвесторам? Инвестиции, многие думают, что это очень сложно. Многие думают, вот акции – это сложные вещи, мне сложно будет там это делать. Мы специально запустили сервис JET с нулевым порогом. То есть, когда вы можете зайти в сервис, открыть инвестиционный счет и инвестировать хоть один сумм. У нас есть акции, скажем, ипотека банка или Алока банка, вы можете за один сумм купить одну акцию. И несколько десятков тысяч могут потратить на изучение, инвестируют, посмотреть, анализируют рынок. И надо это дело превращать в привычку, потому что если взять любого состоятельного человека, любого из списка Форбса, да, любого человека, они зарплатой не попали в Forbes. Они все попали в Forbes именно активами, акциями. Они все являются акционерами. То есть, если человек хочет стать богатым, хочет стать состоятельным, он должен уметь инвестировать, и он должен обязательно уметь инвестировать в ценные бумаги. Потому что владение определенным активом, ценные бумаги, это вот если вы покупаете бумагу какого-то банка или предприятия, промышленного завода, да, вы являетесь совладельцем этого завода. То есть у вас уже в активах будет какой-то завод, да, скажем. И это несложно. Наш сервис подточен именно под новых инвесторов. Они могут зайти, регистрироваться, AppJetuz, либо же приложение Multicard, могут открыть счет, пробовать и потихоньку превращать это в привычку, чтобы ежемесячно определенную часть денег откладывать на инвестиционный счет, чтобы это превратилось в богатство со временем. Есть люди, которые получают дивидендов больше, чем пенсии, да, свои. Это как бы формирует определенный пенсионный фонд, определенный капитал, который можно наследникам оставить и все такое. Ну, потихоньку превращать вот эту ценность в инвестиционный актив путем ежемесячного вкладывания определенной стабильной суммы. Абсолютно правильно то, что на самом деле большинство людей богатеют за счет своих активов, а не за счет зарплаты. Поэтому, скорее всего, здесь уже обращение к нашим подписчикам, то, что если вы хотите повторить и войти в Forbes, дай бог, то, скорее всего, вам нужно будет интересоваться именно инвестициями, правильными инвестициями в правильные платформы, а не какие-то там хомячки и, как называется, какие-то скам-проекты, где вам очень много процентов обещают, а потом, после того, как вы деньги вводите, уже платформа исчезает. Поэтому на такие уловки попадаться нельзя. Заходите в jet.uz. Ребята обязательно помогут вам начать на этом разбираться, инвестировать, покупать акции узбекских компаний. Если вы гражданин, то с легкостью можете сами верификацию, авторизацию пройти. Если вы иностранец, то можете пройти авторизацию с помощью саппорт-сервиса. Напишите в службу поддержки, и они вам обязательно помогут. Спасибо вам большое. На этом у нас подкаст заканчивается. Спасибо большое, что приняли приглашение. Спасибо за очень интересный разговор. Спасибо. Всем пока. Подпишитесь, пишите ваши комментарии, пишите наши коллеги насчет регистрации. И до скорых встреч. Пока-пока.